Что делать, когда внутри тяжело, а хочется легкости? Такое желание сопровождало меня постоянно в пике проживания кризисов. Хотелось стать ветром. Ветер, он как и вода, всегда находит выход, только он легче. Хотелось просто отпустить контроль, признать, что я больше не могу сопротивляться обстоятельствам и страхам, и просто начать двигаться внутри них к выходу, который точно однажды будет. Просто довериться тому, что моей собственной сути хватит, чтобы встретить любой исход. Это история о том, как моя тьма кризиса превратилась в светлую легкость, и она нашла свое отражение в 3 картинах абстрактного искусства. Многие в период кризисов мечтают начать жизнь с чистого листа, словно перевернуть страницу и переписать все заново. Для меня точкой старта тоже стал чистый лист, но в другой интерпретации. Это картина Казимира Малевича «Белое на белом». Белый квадрат изображен на белом фоне. Какие ассоциации он вызывает в тебе? О чем это для тебя? Я выбрала именно эту картину как отражение первого этапа перехода из тяжести в легкость. Потому что именно в этом белом квадрате я увидела ту точку пустоты, в которую мне очень хотелось попасть. Я понимала, что выбраться из страхов и боли можно только если погрузиться в самый эпицентр, опуститься на самое дно этих страхов и этой боли. Я много раз это слышала, никогда не понимала, но мне было страшно это проверить. А тут я проверила. Я пошла в самый эпицентр, вот в эту пустоту. Это оказалось пустотой. Довериться себе и сознательно выбрать страдания было очень трудно. Но именно так можно было очистить пространство, чтобы увидеть путь к выходу. И вот ты в пустоте. Страхи уже тобой не управляют. Они ничтожны, хотя и различимы. Боль стала фоновой, оттого почти незаметной. Твои глаза привыкают, и ты начинаешь улавливать новые цвета в пространстве, а затем и формы. Что ты видишь в этой картине Марка Ротко? Чем для тебя становится этот цвет? А вот эта картина Ротко, она отражает для меня следующий этап, где из пустоты начинает появляться форма. Знаете, она мне очень сильно напоминает, как жалюзи. Пытаешься, они закрыты, ты их немножко приоткрываешь, и, во-первых, оттуда начинает идти свет, во-вторых, ты пытаешься видеть картинку, понять, что там за ними. И это, собственно, то, что происходит на следующем этапе, когда ты начинаешь улавливать очертания своего света, своей собственной формы, которая выходит на поверхность из этой вот пустоты, которая наконец-то, в которой наконец-то появилось пространство для того, чтобы выйти. Именно в этот момент я стала четко понимать и различать, что мое, а что нет. Где я, где другие.
На этом этапе ты словно обнаруживаешь источник самого себя, своих истинных ценностей, чувств, желаний, будущих решений и выборов. Это и есть выход. Остается только войти в эту дверь. Но станет ли легко за ней? Вот ты входишь за пределы пространства, где из пустоты родилась твоя истинная форма. Что происходит с ней, когда она встречается с реальностью? Посмотри на эту картину Пьера Сулажа. Что эта картина говорит тебе об этой встрече? А вот эта третья картина, она идеально иллюстрирует третий этап. Этап, когда ты прошел точку пустоты, когда ты уже определил свой внутренний свет, свою форму, но ты неизбежно сталкиваешься с реальностью, со своими привычками, с накопленной болью, ранами, которые были до того, с окружением, которое воспринимает твою новую суть как обман. И это словно откат какой-то происходит, словно вот это черное начинает закрывать твой свет, который только начал появляться. Неправильно здесь было бы взять и просто изменить жизнь вот так вот, убрав всех людей из нее, забыв все раны, забыв свои привычки, не получится. Но можно поменять взаимодействие с людьми, изменить просто формат этого общения. На многие обстоятельства попробовать смотреть, как будто бы наделяя их другой функцией. Даже те же привычки наделяя другим смыслом. И таким образом ты не пытаешься заставить свой свет пробиваться через это черное, а просто это черное становится твоим светом. Ты приходишь к пониманию, что та легкость, которую так хотелось испытать в начале, это не отсутствие тяжести, а преображение ее в иное состояние. Моя легкость сейчас — это не преодоление себя в реальном мире, а излучение своей сути, которая однажды согласилась на временную смерть.